Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сейчас без 29 утра. Я встала где-то, наверное, в 7:30. Вообще, конечно, я предпочитаю вставать, как вы знаете, в зимнее время в 6, и 2 дня мне это удавалось. Но вчера я впервые за неделю хорошо погуляла, провела тренировку. Прошла я 22 километра. И, видимо, еще сказалось то, что все равно я плохо спала. Эту ночь я просто прекрасно спала. Ну, и поэтому я и на 1,5 часа побольше поспала, и хорошо. Сейчас я села монтировать видео, потом надо будет подписать, может быть, что-то посмотрю, поэтому я ноут сюда перенесла. Ну и здесь кое-что раскрашиваю уже на январь. Я попила воды, попила кофе, еще не завтракала. 11 утра, только села завтракать. Я сейчас смонтировала влог на сегодня. Вот он загружается, и я буду его подписывать. Там еще с другими видео немножечко поработала. Кое-что дораскрашивала. Ну, в общем, завтракаю. Как всегда, каша. Меня это полностью устраивает. На улице снег, очень хорошо. Не, ну действительно, как-то сразу стало поуютнее. Да и вчера вот я гуляла, хоть не холодно. Так что мне это нравится. Провела занятия и села пообедать. У меня тарелка снизу тоже из этого комплекта, но с тем же принтом. Какая все-таки красота на улице. Так здорово. Вот я прям этой погоды ждала, чтобы ходить, гулять. Но сегодня не пойду уже, потому что, 5:30 как-то неохота. Хотя мне бы и заказ забрать, и вообще в магазине еще кое-чего надо взять. Но уже завтра пойду. Как раз-таки чуть-чуть пораньше выберусь, часиков 3, может быть, выйду. Но не буду загадывать. Я надеюсь, просто завтра такая же будет погода. У нас вообще красота, все завалило. Раньше мне это совершенно не нравилось, но сейчас нравится. Хоть встала сегодня попозже, но уже на улице светло, но все-таки я зажгла свечку, мне так очень нравится. Все-таки приятно садиться за стол, когда салфетка, свечка. Едем с подружкой из Ашана, Рязанский проспект, который в торговом комплексе «Город». В Ашане я ничего не снимала, мы просто быстро как-то спешили. Во-первых, я купила прищепки для белья по 70 чем-то рублей. Я их использовать буду не для белья, а для всяких новогодних поделок. Вот. Я хотела, конечно, на Wildberries заказать, но там дорого. Потом взяла по 18 с копейками губку для обуви бесцветную. Мне, конечно, больше подошла бы черная, но мне не хотелось там ее искать, а это лежало на скидках, поэтому взяла. В принципе, тоже пригодится положить в сумку, потому что я сейчас, когда провожу занятия, после иду на ЦСКА и иду через центр. Там реагенты, грязь, и хоть как-то протереть обувь, потому что, это позорище просто. А у меня еще такие ботинки, они супер удобные, в них и по 30 километров я могу спокойно пройти, но подошва, видимо, такая, что постоянно брюки забрызгиваются, например, и уж тем более сами ботинки тоже в грязи, так что вот. Потом взяла 2 рулона туалетной бумаги по 12 чем-то рублей без втулки. Она нормальная, но мне в пятерочке вообще больше нравится красная цена, но как бы в любом случае хорошая. Дальше взяла муку. Вот если советовать муку, то именно эту я не советую. То есть те же 52 рубля в пятерочке мука стоит, красная цена, вот она хорошая. Также есть мука, которая такая красная в белый горох. Вот тоже хорошая. Это не самая лучшая, но она как бы не самая плохая, но, повторюсь, взяла просто потому, что были на машине, взяла.
Еще, как и в прошлый раз, я тут вкусняшки взяла засушенные. Они везде сухарики сдобные написано. 90 рублей за килограмм, у меня на 36,90. Я в прошлый раз взяла сушеные пончики, сушеные маффины, а это, ну, видимо, какие-то булочки. Они тут абсолютно разные, и меня, конечно, удивляет, что они так легко пишут калорийность. Да, конечно, они чаще всего стараются разделять пончики, маффины, круассаны. Но вот здесь, мне кажется, какой-то микс. Ну, по крайней мере, в Ашане на Рязанском проспекте именно так. Это метро Нижегородская. А вот это уже гренки. Ну, тут сухарики из хлеба и хлебобулочные изделия, как они написали. Я выбрала самые такие для себя интересные. Здесь уже 69 рублей 99 копеек за килограмм. У меня 30, на 37,79. Меня вот эти желтенькие заинтересовали. Ну, в общем, к супу хорошо. В общем, такие были покупки на 200 с небольшим рублей. Добавила гренки к супу. Желтый цвет, это вообще здорово. Я сейчас раскрашивала и села попить чай. Мне очень нравится эта икеевская свечка. Чай у меня ароматный. Ну, он вообще называется брызги шампанского, но я туда еще добавила корицу и гвоздику. Сегодня у меня салфетка такая покупная, не та, которую я связала. Ну, просто, не знаю, захотелось мне вот чисто что-то, ну, с рисунком, скажем так. И вот такого зимнего. Поэтому решила для разнообразия. Ну и потом я все-таки еще тут в процессе уборки и так далее. И поэтому лучше пусть будет такая салфетка. Ну и зажгла елку. Я скачала себе адвент-календарь и потихоньку его раскрашиваю. Мне очень он нравится. Я, правда, хотела скачать его еще до 1 декабря, чтобы потихоньку раскрашивать, но скачала только вчера, поэтому вот это все быстренько пришлось раскрасить. Ну и так у меня тут разные раскраски и на декабрь, и на январь. В общем, уютно провожу время. Я, конечно, подумала, что надо уже сегодня начать использовать вот эти прищепки, но, наверное, все-таки оставлю это на завтра. Села вязать наволочку на декоративную подушку. Впервые такое дело, очень интересно. По бразильскому мастер-классу, как всегда. Ну, я всегда смотрю именно бразильцев, мне как бы так удобнее, комфортнее. И очень красивые нитки, которые мне Тамара подарила. Огромное спасибо и привет. Такую наволочку вяжу на ночь глядя. Очень красивые нитки, перламутр. Камера, конечно, не передает, но нитки действительно прям вот перламутровые. У нас с вечера был дождик, но вообще вчера МЧС рассылали сообщение, что будет ледяной дождь, там все такое. По крыше стучало очень неслабо. И надо сказать, что вот сделали новые, как, я не знаю, как это называется, с обратной стороны окна. Но вроде металлическое, и в тот раз, до этого было тоже, но такого стука никогда не было, как сейчас. У меня обычно такие стуки на балконе по крыше, так как она металлическая. В общем, уже довольно-таки не все так красиво, как было. Дождик сейчас тоже идет, но не такой сильный. Я, конечно, представляю, если это все замерзнет. Вот это, конечно, будет номер. И сейчас я села завтракать. Сейчас готовлю обед и ужин. На ужин у меня будет гречка с куриной грудкой, а на обед суп-пюре с имбирем и морковкой.
Я для быстроты всегда сначала в кастрюльке все делаю, а потом переложу в блендер суповарку. Я уже там отмеряла просто, а то я, знаете, всегда перебарщиваю. Перелила суп в блендер суповарку, так что довариваться он будет здесь. Ну и, соответственно, измельчаться тоже будет здесь. Уже добавила все специи, плавленый сырок. Ну, здесь грибы, морковь, имбирь, приправы разные, стебель сельдерея. Все, как я люблю. Ужин. Здесь уже тушится куриная грудка маринованная. Потом тоже морковь там и так далее. А гречка уже готова, и, как всегда, я потом это буду все соединять. Ну вот сейчас у меня анемия прошла, вроде как, и ощущения всяких там вкусов, ароматов как бы наладились. Вот. Но сегодня на ужин я хочу картошку и куриную голень. Вот это я уже на несколько следующих дней готовлю уж сразу, потому что завтра уборка будет опять. Так, я морковки 600 с чем-то грамм натерла, хотя вообще по рецепту 800, но сюда просто не поместится. Поэтому остальное я заморожу, и покупала на борщ свеклу, и осталось немножко. Так как она быстро увядает, я тоже натерла, потому что я думаю, что в следующий раз борщ я буду делать где-то уже после 10 января. Хотя, может быть, и раньше, но мне кажется, что после 10 января. Поэтому пусть уж лежит в заморозке. В этот контейнер я положила морковку себе на ужин. Ну, салат. Ну, салат у меня это просто резаные овощи. Там огурец, морковка, салат айсберг, китайская капуста. Без всего. Ну, максимум томатная паста или кетчупа немножко, или соевого соуса. Ну и вот столько посуды, сейчас я это все буду мыть. Вот так я заморозила покупной фарш, который, я не хотела хранить в упаковке. Небольшими кусочками, плоско так прижала, отдельно в пакеты и потом в общий пакет. Очень удобно. Точно так же и голень, и крылышки, и все что угодно. Каждую голень отдельно в пакет и потом, допустим, в общий пакет. Это очень удобно. И когда нужна всего одна штука, так сказать, и вообще здорово. Так, уже суп доваривается. Самый финал. Окончательное такое измельчение. Это, конечно, очень удобно. Вот, здесь можно там всякие и так программы, по-моему, ставить. И тут и яйцеварка, и еще что-то. И просто варить суп. Я делаю вот так, мне проще, потому что чуть-чуть поварю в кастрюльке и уже потом сюда и доваривается. Очень быстро получается, без каких-то проблем, хлопот. И потом можно так хранить, но я переливаю куда-нибудь или в кастрюльку, или там сейчас в супницу буду переливать. На самом деле очень удобно хранить суп в такой штуковине. И мыть потом легко и красиво. Села обедать. Все-таки классно в этой супнице, мне нравится. В этой тарелочке всего 44 калории, а сам суп имеет калорийность 33 калории на 100 грамм. Так что здорово. Ну что ж, гречка готова. Разложила все по любимым емкостям. Суп остынет, поставлю в холодильник, а поросенка, как всегда, перед тем, как ложиться спать. Пусть пока настаивается. А самой мне мыть посуду, убираться. А это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.